Приветствую вас, уважаемые слушатели. Хочу выразить вам огромную благодарность за поддержку канала под моими историями. Сейчас не самый простой период в жизни нашего с вами канала, но уже очень скоро все изменится, ведь я уже приложил к этому немало усилий. Также благодарю Каму Хашимова за предоставление крепкой базы для этой истории. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее, заваривайте кружечку горячего чая или кофе, а я начинаю. Давно это было, но те события я помню как будто они происходили буквально вчера. В те годы я был маленьким, озорным и активным 6-летним пареньком. Пошел в 1 класс и жил своей беззаботной жизнью. Хотя насчет беззаботной, тут я погорячился. Дело в том, что у меня с рождения не было папы, а отчим был дальнобойщиком, и видел я его тоже очень редко. Вообще, оно и к лучшему, ведь когда он возвращался из рейса, то безбожно пил днями напролет. До сих пор не понимаю, что мама в нем нашла. Но сейчас речь не об этом. Одним вечером я, закончив с домашним заданием, уселся перед телевизором. У меня было около часа до прихода мамы. Она работала на молочном заводе то ли инженером, то ли технологом. Я, так честно говоря, и не вспомню. Когда мама пришла, я сразу побежал ее встречать. Забрав сумки с едой, я поволок их на кухню. А мама, сняв верхнюю одежду, направилась вслед за мной. Уже через 10 минут квартиру наполнял запах жареного мяса с картошкой. Это простейшее блюдо я до сих пор очень люблю. И даже если буду полностью сыт, никогда от него не откажусь. Уплетая еду, я рассказывал маме, как у меня обстоят дела в школе и с друзьями, а она терпеливо слушала и давала мудрые советы по решению тех и иных ситуаций. Мы оба подняли глаза наверх. Спустя секунд 5 мама выдохнула и сказала, что соседи сейчас что-то доделают и успокоятся. Минут через 10 мы закончили ужинать, и я пошел принимать ванну, а стук все никак не прекращался. Я быстро вылез из ванной, вытерся и оделся. Мама пошла к соседям. Выбежав из ванной, я обошел квартиру и, убедившись, что мама ушла, стал под дверью и ждал ее возвращения. Долго стоять не пришлось. Она вернулась буквально через пару минут. Я спросил, что случилось, на что она ответила, что соседи сидели и смотрели телевизор, но стуков никаких не слышали. С того вечера все и началось. Стуки появлялись раз в неделю. Их происхождение никто не мог объяснить. Да, и интересный факт. Покуда отчим был дома, по потолку никто не стучал. А что касательно закономерности, то за 3 месяца мы так и не смогли найти логического объяснения всему происходящему. Ближе к осени, когда отчим слег с тяжелой болезнью, нам пришлось переехать в соседний район. Ему нужны были деньги на лечение и операции. После ДТП его коллега и сменщик заснул за рулем, и они на полном ходу улетели с трассы в лес. Исходя из этого, мама приняла решение продать квартиру и купить что-то попроще, а разницу пустить на лечение. Так шло время. Жизнь особо не поменялась, разве что мне пришлось перейти в другую школу. Однако, так как я человек общительный, мне не составило труда обрасти новыми друзьями и влиться в новый коллектив. Одним осенним днем я вернулся домой и снова почувствовал запах жареной картошки.
Сняв верхнюю одежду, я сразу побежал на кухню, а мама отправила меня мыть руки. Сама она начала накладывать мое любимое блюдо мне в тарелку. Взяв вилку, я наколол пару ломтиков и положил их в рот. И сразу вспомнил про тот стук. Мама подскочила и оперлась на стол, после чего мы с ней переглянулись. В ее глазах читался непередаваемый ужас. Звук снова появился, а я сидел и не мог понять, почему этот звук снова появился, ведь мы жили в обычной пятиэтажке на последнем этаже. В ступоре мы находились около минуты, после чего мама глубоко вздохнула и сказала мне взять деньги из ее кошелька и сходить в магазин за сладким. Я тогда попытался уточнить, что именно мне стоит купить, но она резко ответила: что угодно, на твое усмотрение. Тогда напряжение в нашей квартире достигло своего пика, поэтому я без лишних слов оделся и вышел из подъезда. После направился в ближайший продуктовый магазин. По пути я все думал о том, кто же это может стучать, но тогда мой уже 7-летний мозг никак не мог построить логическую цепочку, ведь связывать данную проблему с мистикой мне не позволял возраст. Ведь в Бабайку, Деда Мороза и прочие сказки я уже не верил. Выйдя из магазина, я направился домой, но прежде я решил обойти наш дом и посмотреть, мало ли, может какая ветка по крыше бьет или что-то наподобие того. Однако, я бы сказал, надежды не подтвердились. Все деревья росли на достаточном расстоянии и не доставали до нашего дома. После этого я поднялся на наш этаж и услышал, как из нашей квартиры раздается смех. Это была соседка, которая очень хорошо дружила с моей мамой. Они были одногодки и обе были вдовами. У мамы был я, а у тети Жени была дочь, София. Однако тогда я ей был не сильно заинтересован, ведь возраст был не тот. Осознав то, что мама занята общением с тетей Женей, я повесил пакет на лестницу и решил подняться на чердак. Это было последнее место, на которое мне приходилось грешить. И вот я поднимаюсь наверх по старой деревянной лестнице, облокоченной на стену. До люка осталось совсем немного, и мне в глаза попадается замок. Да как же это так? Если тут замок, как же тогда туда попасть? Подумал я, но от идеи отказываться не стал. Поднявшись еще на пару ступенек, я толкнул крышку. Та не поддалась. Мешал все тот же висящий замок. Бросив эту затею, я спрыгнул вниз и вошел в квартиру. Мама пила чай с тетей Женей и что-то очень бурно обсуждала, как будто ничего и не было. Увидев меня, мама мне подмигнула и махнула рукой, дабы я быстрее нес пакет со сладостями. Не знаю, как я тогда выглядел, но с тетей Женей я поздоровался очень сухо и, развернувшись, пошел в спальню, дабы включить телевизор и готовиться ко сну. Через стенку я слышал, как мама и соседка перешептываются, мол, чего он такой расстроенный и прочее. Но мама была далеко не глупым человеком и сказала, что у меня в школе что-то случилось, после чего тема разговора вернулась в привычное женское русло. Утром я проснулся и, умывшись, пошел на кухню пить чай. Сев за стол, я спросил у мамы, почему она пригласила соседку, и если пригласила, то рассказала ли она ей про ночные стуки. Мама быстро мне все разъяснила. Понимаешь, сынок, стучит там наверху не человек. А кто, мам? Сынок, я не знаю. Я столько раз пыталась узнать,
Я даже в церковь ходила, и к всяким гадалкам и прочим. Ну, в общем, что-то с нами, видимо, не так. Кто-то таким образом пытается нам что-то сказать. О, ты знаешь кто? Нет, сынок, не знаю. Чуть ли не плача, ответила мама. Я обнял ее и после пошел в школу, а она на работу. Прошла неделя. Стуков больше не было, хотя я ждал. Для меня это уже была игра в кошки-мышки, ведь у меня получилось взять ключ от чердака. Ну, как взять? Я стащил его у мамы из сумки, а потом после школы зашел на рынок, где мне за небольшую сумму, которую я сумел отложить из карманных денег, сделали дубликат. У меня было огромное желание узнать, кто стучит по нашему потолку. Караулил этот момент я очень долго, и, видимо, тот, кто стучал, знал о моих планах. Ведь целый месяц мы с мамой провели в полной тишине. Однако одной ночью, когда мы улеглись спать, да, мы с мамой спали на одной кровати, ведь денег на еще одну у нас, к сожалению, не было. Я подорвался с кровати и, выбежав в одних трусах из квартиры, полез на чердак. Мама поспешила за мной, но было слишком поздно. Я толкнул люк, и тот с грохотом открылся. Я осветил чердак фонарем, и там никого не оказалось. Мама ругалась, кричала и велела мне вернуться домой, что я, собственно, и сделал. В расстроенных чувствах я лег в кровать и, укрывшись одеялом, смог уснуть только через час. Утром я проснулся и, встав с кровати, потянулся. В голову сразу полезли воспоминания этой ночи, и в голове начали выстраиваться планы по поимке этого стукача. Но, обернувшись, я увидел маму. Она сидела на полу, спиной ко мне. Я позвал ее, но ответа не поступило. Я позвал еще раз. Снова в ответ только тишина. Я обошел кровать и понял, что мама умерла. Я выбежал на лестничную клетку и позвонил в квартиру тети Жени, дабы она вызвала скорую и полицию. Через час под подъездом собралась куча людей. Вечером я узнал, что мама умерла в 6:30, ровно за час до того, как я проснулся. Причиной стали многочисленные травмы тупым предметом по всему телу. Как я не услышал, а я не знаю, я видел только ее позу. Она как будто пыталась меня защитить. Но самое страшное – это были ее широко распахнутые глаза. Прошло почти 15 лет. Я переехал, причем не в другой район, город или страну. Я переехал на другой континент, где меня уже точно никто не достанет. Хотя, может, я ошибаюсь.